Доброго дня, добрые люди! Ну что, давайте без долгих вступлений разберем с вами ноябрьский выпуск Бурды и посмотрим, какие модели нам предлагает сшить журнал на конец осени. Журнал начинается с подборки моделей в романтическом стиле модерн, когда нежные, изящные элементы разбавляются такими маскулинными, угрюмыми, жесткими линиями. Тут сразу мы видим пуловер из тонкого вязаного трикотажа карамельно-шоколадного цвета, который уже встречался в прошлых выпусках. Более того, я вам даже покажу, как выглядит тот отшитый вариант. Когда мы разбирали в Телеграме технические рисунки, одна девочка прислала фото уже готового изделия, что оказалось сейчас очень кстати. У этой модели рукава немного другие, но база, конечно, у них одна. Такой пуловер можно носить как второй слой, так и самостоятельно. Если сшить к этому элементу в дополнение джоггеры из той же ткани, то получится костюм для йоги или спорта, например. Понятно, что на спорте понадобится топ под низ, но на такие мероприятия мы так и так надеваем спортивное белье, так что думаю, это не проблема. Вообще такой перехлест это больше летняя тема. Например, в топах-халтерах мы можем такое видеть. Но почему этот прием не использовать уже сейчас, пусть и в холодное время? Дальше идет однобортный жакет с кроем от Couture. Вот эти особенные лацканы смогут обратить внимание на изысканность обладательницы данного жакета. У жакета здесь свободная посадка, несмотря на рельефные швы спереди и сзади, двушовный рукав со шлицей и прорезные карманы с клапаном. Плечи тут слегка утрированы. Это такая дань тренду на расширенный плечевой пояс. Ну и, естественно, полоска тут тоже про актуальность. Еще нашла идею, как можно сыграть на контрасте, используя вот эту конструкцию выкройки и получить вот такой интересный жакет. Также этот жакет можно сшить в укороченном варианте. Но такой вариант, конечно, лучше припасти на весну, когда станет потеплее. Рядом прозрачная блуза из шифона. Это как раз в тему о прозрачности, которую предлагают нам сейчас дизайнеры. Но в данном случае это комфортный более вариант для реальной жизни, когда и тренд учтен, все такое прозрачненькое, и правила приличия. Блуза с рукавом реглан, цельнокройной планкой и воротником стойкой, присборенным с помощью нитки резинки. Ну и низ рукава тоже собран на резинку. Блузу можно носить как в заправленном виде, так и на выпуск. Следующая модель предлагает воплотить сразу два тренда. Тренд на укороченную верхнюю одежду и тренд на стежку. Укороченный блузон имеет необычные рукава реглан, которые плавно переходят в кокетку. Косые прорезные карманы на молнии, сам жакет прямого кроя, без воротника и застежка на кнопках. Я думаю, эту тужурку можно вполне использовать как поддеву под пальто. Будет и тепло, и стильно. Или же можно сверху надеть длинный жилет, что как раз тоже сейчас актуально, я имею в виду жилет. Такую вот картинку я не смогла найти, но в голове отчетливо можно нарисовать такой образ. Рядом платье А-силуэта из полиэстера с принтом, напоминающим мотивы барокко. V-образный вырез по горловине, рукав 7/8. И в целом это платье про моду 20-х годов, такой непринужденный силуэт и характерный акцент на спущенную талию. В принципе, тут легко можно отказаться от этой юбочки, которая акцентирует низ талии или как опущенную талию, и получится выкройка для тканей со сложным принтом. То есть если у вас лежит какой-то отрез с интересным принтом и непонятно, как его шить, как его превратить в вещь, то эта выкройка может спасти положение. Так, когда я открыла эту страницу вот с этим укороченным жакетом, мне сразу вспомнился
образ от Dior и образ от Chanel. Тут, как и у Dior, тоже много переходов и ощущение присутствия апсайклинга. Хотя в данном случае это ткань с таким принтом, как будто тут все из кусков сшито. Но в принципе, я думаю, ничто нам мешает действительно сшить жакет из остатков пальтовой ткани, из разных пальтовых тканей. А еще этот жакет одновременно похож на жакет Chanel, как я уже сказала. Такая вот у него собирательная идея. Вот здесь в журнале. У жакета огромный отложной воротник. Это чтобы в случае чего можно было укутаться. Спущенное плечо, прорезные карманы с листочкой, паты по рукавам и двойной ряд пуговиц в качестве застежки. Рядом платье с отделкой по полочке в виде банта. Написано, что сшито из вискозы, хотя мне больше хочется его воплотить из плотного, такого более теплого джерси. Тогда это больше будет похоже на осенний вариант платья, и теплее, и как бы удобнее. Оно все-таки не так будет сковывать движение, как вискоза. Так, рукав тут 3/4. Платье отрезное по линии талии, юбка прямого кроя, выточки по юбке спереди и сзади, и сзади молния по спинке. В этом платье соединились как раз-таки мужские грубые полоски, и сам цвет тоже такой очень грубый, и нежный женственный крой платья. Единственное, что бы я исправила, как я уже сказала, так это сшила бы это платье из джерси. Далее блуза из полиэстера с люрексом, по плечевым швам на полочке защипы, которые создают мягкие волны в области декольте, но при этом цельнокроенный воротник стойко сдерживает всю эту феминную историю, придавая строгости образу. Длинные рукава со сборкой по низу и манжетами с густонаселенным рядом мелких пуговиц, молния в боковом шве и еще одна застежка сзади по горловине. Там же и плечевые выточки, они перенесены в горловину в данном случае. И снизу венчает эту всю конструкцию баска. Я сначала хотела сказать, что это пояс, но в инструкции написано, что это баска. То есть эта модель очень хорошо расстегивается и плотно застегивается. Проблем с надеванием и сниманием этой блузы не должно возникнуть. Вот такая маленькая вещь, но чтобы надеть и снять ее, нужно будет много всего застегнуть, расстегнуть. И на закуску этой подборки в романтическом стиле модерн дана туника из вискозы. Туника с квадратными, обрубленными, жесткими и совсем не изящными линиями, но при этом принт вытягивает всю эту конструкцию в легкую, нежную тему. Также и фигурный вырез с завязками по горловине придает этой модели изящества. Эта горловина обработана обтачкой. Здесь широкий рукав 7/8, выточки по груди и разрезы по боковым швам. Словом, такая простая разлетайка тут дана. Далее детали немножко. Здесь пошив блузы с рукавом реглан из шифона. Если вы еще не шили шифон, то тут можно будет подсмотреть советы, как все это быстро сделать. Следующая коллекция про яркое сочетание синего и оранжевого цветов для поднятия настроения в холодную серую погоду осенью. Ну и также эти модели рассчитаны на офисный гардероб, как тут сказано. Например, как вот этот кейп из тонкой курточной непромокаемой ткани. То есть это по сути дождевик. Тут есть и капюшон на кулиске, так что эта модель вполне отвечает дождливой, прохладной осенней погоде. Также здесь есть косые прорезные карманы с листочкой и в качестве застежки просто молния. В пошиве эта модель совсем не сложная, так что за 1-2 вечера можно вполне получить вот такой интересный элемент в осенний гардероб. Ну и в целом такие объемные конструкции отлично смотрятся в жизни, они удобны в применении и в составлении образов. Также можно немного пофантазировать и поиграть с сочетанием тканей. Не обязательно останавливаться на одном отрезе или же на одном цвете. Далее мы видим блузу на высоких из шелкового крепа. Блуза прямого кроя с узким
V-образным вырезом по горловине и отложным воротником на стойке. Сзади по горловине заложены складки, плечо слегка спущено, рукав по низу интересно оформлен молнией, создавая эффект высокого манжета, и по бокам этой блузы скругленные разрезы в боковых швах. В целом эта конструкция никак не привязана к росту, можно менять длину изделия, длину рукава и шить эту блузу на любой рост. Далее идет двубортное пальто из пальтовой ткани, хотя можно его воплотить и из меха, вот эту выкройку. От горизонтальных карманов в этом случае лучше отказаться и перенести их в боковые швы, а продольный шов по полочкам и спинке вообще исключить при раскрое и выкроить эти детали прям вот одним куском. И как у Стеллы Маккартни можно сшить еще меховой пояс к этому всему делу и завязываться, подчеркивая талию. А тут также, как и у укороченного жакета, объемный цельнокроенный отложной воротник, спущенное плечо, но карманы уже расположились горизонтально, спрятавшись вот в этом горизонтальном шве. Можно также сшить и укороченный вариант пальто, как раньше их называли, полупальто. Теперь такая длина снова завоевывает свои позиции, и можно уже сейчас оседлать эту волну. Ну и в целом объемные воротники на данный момент популярны. И главное, они удобны в жизни, поэтому эта выкройка тут как нельзя кстати. Продолжением текущей подборки является снова платье А-силуэта уже в синем спокойном цвете. У него уже нет того кричащего настроения, этого яркого посыла. Тут оно больше аскетичное и очень даже уместное для офиса. Еще одно платье в офис из яркого вязаного трикотажа. Как мы все уже видели, узкие трикотажные платья стали как никогда востребованы. На подиумах это, конечно, утрированные, экстра прям узкие платья, аж стесняющие движения, а у бурды в данном случае уже более жизнеспособная структура, которую можно использовать без дискомфорта в движениях. Это платье можно сшить как из трикотажа мелкой вязки, так и из вязаного полотна крупной вязки. А можно попробовать сшить это платье и из футера. Здесь предусмотрена молния в среднем шве по спинке, так что проблем с надеванием платья из футера не должно возникнуть. У платья цельнокроенная горловина, спущенное плечо. Причем оно спущено так, что это платье и без рукавов будет выглядеть самодостаточно. Рядом блейзер из сатина, который вполне можно надеть на это платье. Блейзер похож на предыдущий жакет, но тут уже нет таких выступающих элементов по бортам. Он уже такой более спокойный. Здесь двушовный рукав без шлицы и вместо прорезных карманов накладные карманы. Но в целом база у них одна. А вот тут, когда я увидела это платье, я подумала, что такое уже было. Многие из вас, наверное, и отшитый вариант у Кати видели. Но если посмотреть на технические рисунки этих моделей, то из общего у них не только бант, а по факту это два разных платья, просто украшенных бантом. Как и с этим платьем в полоску, они похожи, но разные. Идентичные у них только полочка и спинка. Но вот этот вариант платья мне больше нравится из-за расклешенной юбки и длинного рукава на резинке. Кстати, тоже вижу это платье из плотного трикотажа. Наверное, просто у меня такая любовь по умолчанию к трикотажу. Поэтому я каждую вещь хочу сшить из трикотажа. Здесь что у нас? Уже следующая стильная коллекция про этнопринты и этнообразы. Здесь мы снова видим выкройку кейпа абсолютно без изменений, выполненную уже из плащевой ткани с мексиканским принтом. Я сначала подумала, что это узбекские орнаменты, но девочки в Телеграме подкинули мне идею, что это отсылка к Мексике. Все-таки узбекские мотивы, они немного другие. Очень уютный и поднимающий настроение образ тут на фотографии с этим кейпом получился. Такая классная вещица.
Следующая модель — это платье с цельнокроенной горловиной и защипами по плечам из вискозы с узором пейсли. И смотрите, какой я нашла пример. Очень похожее платье в черном цвете. Конечно, тут не очень хорошо можно все детали разглядеть, но я как могла разглядела, и они правда очень похожи. То есть эта выкройка вполне может быть использована для пошива базового платья, а если сшить из сатина, то получится и вечернее платье. Вот такая универсальная структура у этой выкройки. Рядом снова стеганая укороченная тужурка. Тут уже использовали стеганый вельвет. Все остальное абсолютно без изменений. И вот такой образ с джинсами и вельветовой курточкой. Дальше блуза с рукавом реглан, уже из вискозы, с манжетами по рукавам и без воротника стойки, как в предыдущем варианте. Вместо какого-либо воротника тут горловина на обтачке. А рядом свитер с цельнокроенным воротником стойкой из вязаного полотна. Очень похожая выкройка уже встречалась в 2019 году, но с более высокими манжетами. Здесь манжеты менее активны. Ну и вообще редакция редко повторяет выкройки прям один в один. Уголочек какой-нибудь, да, изменят. Но вот в данном случае манжеты другие. Следующая модель — это платье в стиле ампир из вискозы с этнопринтом. Мягкая сборка по плечам, V-образный вырез по горловине, длинный рукав на манжете, высокая отрезная талия и юбка А-силуэта. Нашла очень похожий пример с фаланом по низу и в горох. Тоже интересно выглядит, и тоже вариант для осени. Здесь рядом свитшот с нетривиальной конструкцией. Здесь треугольная кокетка спереди и сзади, рукав реглан с налетом летучей мыши и защипы по рукавам от кокетки. Здесь модель украсили вышивкой, создавая более женственное настроение. А я предлагаю поиграть с цветом. Особенно если остались куски материалов, которые ни туда, ни сюда, то можно сшить вот такие конструкции. Еще можно добавить воротник-стойку и вставить молнию по кокетке. И уже будет совершенно другой образ, хотя выкройка и линии останутся прежними. Далее. Жакет из жаккарда с этническим узором, который отлично смотрится с джинсами. Вот как в данном варианте. Если вам понравилась только эта модель из всего выпуска, и вы обладатель выпуска 8-2019, то можете не покупать этот выпуск, а просто взять выкройку из 8 номера за 2019 год. Этот жакет сшить проще простого. Если пришить подкладку для вас не является проблемой, тут совсем нет никаких деталей, ни карманов, ни паты, ни воротник, ничего здесь не предусмотрено. Это просто полочки с косыми бортами, спинка и прямой рукав. Ну и 2 пуговицы нужно будет пришить и проделать петли, на которые застегиваются борта. Такая косая застежка может вполне стать изюминкой в вашем осеннем образе. Рядом джинсы интересного кроя. Линии кроя напоминают линии брюк бананов, но немножко поуже. И главное отличие классического кроя джинс — это отсутствие кокетки сзади. И карманы здесь в боковых швах. Еще один интересный элемент в этой выкройке — это мозаика на входе в карман. Никакой конструктивной нагрузки эти детали в принципе не несут. Это вот просто такое украшение в данном случае. Конечно, эти детали можно выкроить и из ткани другого цвета, и из ткани другой фактуры, тем самым добавить остроты этой модели. А вообще, если эти 2 модели сшить из джинса, вот эти брюки и вот этот жакет, то получится прекрасный образ Total Denim. Я опять подобрала картинки с отсылкой к переделкам, с отсылкой к апсайклингу, к ресайклингу. Ну вот очень уж эта тема сейчас актуальна и везде пестрит прям. И мне в целом нравятся образы с такими единицами. Ну и в обычном дениме эта парочка будет отлично смотреться. Тут пример того, как блузка из журнала может выглядеть с лаковой черной юбкой. Здесь про вышивку
и ретро-платье из бурды за 61 год. Вернее, это не просто ретро-платье, это прям ретро-выкройка. Нам дали вот такое ретро-платье. Вот оно тут во всей красе расположилось. По сути, это платье-футляр. Здесь есть нагрудные выточки, двойной ряд выточек по талии спереди и сзади. То есть получается по 4 выточки спереди и сзади. Средний шов сзади, молния в боковом шве. И вот такая драпировка по спинке в виде декоративного элемента. Ну и бантики по плечам. Такая драпировка сзади сейчас тоже имеет место быть, но вот бантики, конечно, добавляют этому платью детскости, что ли. Если от них отказаться, будет более взрослое, более солидное, серьезное платье. Но в целом платье скроено так, что вот эти все декоративные элементы можно легко убрать и получить просто платье-футляр. Дальше идет акция «Сшей игрушку и подари ее детям». В общем, нужно сшить вот эту игрушку, на которую здесь дана и выкройка, и вот даже инструкция есть, как шить эту игрушку. Ее потом нужно отослать по адресу и там выиграть что-то. Здесь у нас идет раскладка из моделей этого журнала. Тут есть чем вдохновиться, и цвета яркие, и подборка хорошая. Очень все интересное и занимательное. Следующая страница нам рассказывает про работы подписчицы журнала. Здесь тоже можно залипнуть, поизучать и захотеть самой что-то сшить. Ну и модели плюс сайз. Они здесь объединены с детскими моделями. И сейчас мы с вами все эти модели и рассмотрим. Первая модель этой подборки — это платье-рубашка с суппатной застежкой из вискозы. Тут мы видим накладные карманы на груди, нагрудные выточки, которые перенесены в плечевой шов, сзади кокетка, рукав прямой, собранный снизу на манжету с пуговицей, и само платье прямого кроя. Оно слегка расширяется к низу, но это сложно назвать силуэтом, поэтому мне хочется его назвать платьем прямого кроя. А по горловине идет воротник-стойка. Также дана выкройка пояса, можно подпоясаться и создать эффект песочные часы при помощи этого самого пояса. Ну или носить его так вот свободным, без всяких ремешков и поясков. В принципе, такая конструкция всегда универсальна и востребована. Это платье можно сшить почти из любой ткани и надевать почти по любому случаю. Далее дана выкройка прямых широких джинс. Спереди на молнии с гульфиком, приточной пояс, геометрические карманы с подкройным бочком. И причем эти подкройные бочки еще застегиваются на пуговицы. Сзади накладные карманы и выточки. И что интересно, тут тоже нет сзади кокетки. Рядом детский блузон, в котором я нашла сочетание элементов тренча и отсылку к бомберу. У этого блузона двушовный рукав на манжете из рибаны, как и по низу самого изделия тоже идет такой подвяз. Сзади отлитная кокетка, спереди тоже отлитные кокетки с каждой стороны, двубортная застежка на кнопках, прорезные карманы с листочкой и отложной воротник на стойке. Ну вот, в общем-то, и вся конструкция этого. Мне хочется сказать бомбера, но написано, что это блузон. Ну ладно, блузон. На мой взгляд, очень удачная детская модель. Выполнена она, кстати, из ладена. Хоть я ладены не очень люблю из-за того, что он колется. Но в данном случае получилась уютная, пластичная курточка для ребенка. Очень интересно, что двубортная застежка, и причем по низу идет подвяз. Ну и кокетки, вот эти все отлитные, вообще классная модель. Так, на следующей странице звезда этого номера, дубленка. Опять звезда досталась плюсиком, что случается довольно часто. Но хотя в этом номере для обычных размеров тоже есть интересности, так что не будем сильно расстраиваться. Конструкция пальто несложная. По спинке имеются плечевые выточки, спереди нагрудные выточки, двубортная застежка. Всего на 2 кнопки застегивается пальто.
прямой рукав и в боковых швах карманы. Все вот эти горизонтальные линии по талии, по спинке, по рукавам можно в принципе исключить. Эти линии несут больше декоративный характер, нежели имеют смысловую нагрузку. Очень похожая выкройка, хочу я вам сказать, нам встречалась уже в этом году. Это был жакет, он тоже на плюсиков. Там был немного другой запах, но в целом похожи вот они этими своими швами на рукавах. Что-то общее эти выкройки между собой все-таки имеют. Но мы не будем придираться. Это пальто отличное. Хорошо, что оно тут есть. Что тут еще скажешь? Рядом лонгслив из тонкого вязаного трикотажа с цельнокроенной горловиной, с выточками по груди и сборками по боковым швам. Базовая, функциональная, очень удобная вещь. Такая пригодится в составлении большого количества образов. Кстати, если взять джинсы из этого журнала, вот здесь, которые мы видели, потом сшить вот это пальто, и также сшить этот лонгслив, можно получить базовый, теплый и стильный образ. Все друг с другом отлично сочетается. Далее идет очень неудачная модель. Я бы назвала ее провалом номера. По крайней мере, в этом исполнении и в этом образе она выглядит вот невыгодно. Это туника с кулиской под грудью, слегка спущенное плечо, рукав снизу на резинке, квадратный вырез по горловине и в боковых швах карманы. Вот такая конструкция. Рядом дана футболка с длинным рукавом и брюки на детские размеры. Футболку сшить очень просто, нет ничего сложного, а брюки здесь классического кроя, с приточным поясом и шлевками, сбоку карманы, спереди заложены складки, сзади прорезные карманы с клапаном и выточки. И застегивается все это спереди на молнию с гульфиком. Я бы еще в заднюю часть пояса вставила резинку, чтобы эти брюки лучше сидели на ребенке и не спадали. Я, кстати, сама часто использую такой прием в пошиве брюк для себя. Следующая страница нас знакомит с блузой по мотивам предыдущего платья, что мы видели в начале коллекции. Точно такие же накладные карманы, нагрудные выточки в плечевом шве, но здесь еще добавили украшения в виде репсовых лент по плечам и на клапанах карманов. Выглядит это очень здорово, добавляет блузе строгости и даже где-то военный налет прослеживается. Рядом прямая джинсовая юбка, спереди на застежке на пуговицах. Объемные накладные карманы также спереди, приточной пояс и сзади кокетка. Эту юбку, наверное, лучше шить из плотных формодержащих тканей и из тех тканей, которые не будут цепляться за колготки, либо же тогда ставить подкладку, если это, например, будет шерсть. На шерстяную юбку понадобится подкладка, чтобы юбка не перекручивалась. Здесь можно рассмотреть детали. И это очень кстати, потому что именно тут я рассмотрела, как выглядят карманы на джинсах. Именно тут я заметила, что сбоку на баске есть ряд пуговиц, обтянутых основной тканью. Потому что это все не очень понятно, когда смотришь на фотографию с общим планом. И анонс на следующий месяц. Это уже будет декабрь. И по идее тут должны быть праздничные модели. Хотя тут так и сразу и не скажешь, что намечается праздник. Но поживем, увидим. Через месяц встретимся и обсудим декабрьский номер. По своим ощущениям этот номер где-то на 7, наверное, я для себя определяю. Вы пишите свое мнение об этом журнале в комментариях, ставьте свои оценки и увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока!